Всем привет! Меня зовут Агнес, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами посмотрим расклад на бывшего. Как он сейчас живет, что происходит в его жизни, вспоминает ли он вас, и если вспоминает, то как? Ну а дальше уже будем смотреть по наитию. Сделаем мы с вами расклад на одну позицию. Так что подумайте про своего мужчину, загадайте его, представьте его и начнем. Что у нас за мужчина здесь? Какой он? Какой-то неопределившийся, который пытается вечно балансировать на грани, который пытается выставлять границы, активно их защищать. И если кто-то хотя бы просто подумает их нарушить, скорее всего, он сразу уходит. Мужчина, который довольно влюбчивый, а рядом с которым есть женщина, действительно яркая, красивая, действительно идеальная для него, с которой у него, по крайней мере, был шанс на прекрасные отношения. Так, давайте смотреть, что сейчас в его жизни происходит. Но активно развивается все, причем, смотрите, рядом с ним все равно есть женщина. Это либо жена, либо кто-то очень стабильный и постоянный, но сейчас сложности с ней. Проявил себя он, скорее всего, не очень хорошо, где-то вложился, скажем так, в попытках выиграть, да, какое-то было сделано, скажем так, движение, которое, да, принесло ему победу, но в то же время и сложности. И эти сложности перевернули его жизнь, возможно, с ног на голову. Там, где он раньше был счастлив, было все хорошо, ему пришлось уйти оттуда. И сейчас он скорее пребывает в неких иллюзиях. Очень разочарован, опечален тем, что в его жизни. Так, что еще в его жизни сейчас происходит? Активно рушится все, причем, смотрите, это действительно должно быть по справедливости. Человек, скорее всего, не надавал эмоционально и вел себя, ну, как дурачок, да, очень легко, очень несерьезно, где-то, может быть, тайно, да, что-то скрывал. И, как итог, отношения с очень яркой, красивой, а главное, желанной женщиной были разбиты окончательно, да, то есть как бы теперь какие бы шансы ни появлялись, они не приносят своих плодов, то есть он может делать попытки к этой женщине пробиться, но скорее всего не получается. Давайте посмотрим, вы ли эта женщина. Да, это вы, смотрите, причем чувства есть. Здесь человечек до сих пор думает, что же ему делать. Ему очень хочется некой стабильности. Причем она не мечтает, но в силу характера довольно жесткого, да, то есть он сейчас не может себе позволить, например, прийти и извиниться. Это будет не в его правилах. Он лучше будет постоянно пребывать в состоянии, когда ему нужно балансировать на грани, постоянно что-то продумывать, постоянно высчитывать, да, там, не знаю, на перспективу. Хорошо, давайте посмотрим, что он думает про вас. Вы за словом в карман не полезете. Скорее всего, вы обрубили все, и более того, вы сейчас максимально контролируете себя, свои эмоции, свои какие-то проявления. Вы довольно жесткий с ним. Чувствует, что к вам.
А вот его чувства к вам, смотрите, они изменились. Мы сейчас посмотрим, что было раньше, но, судя по всему, во-первых, вы для него любимая женщина, а во-вторых, человек проявляется к вам, но только теперь вы не реагируете. Какие были чувства? А раньше ему нравилось то, что, смотрите, он мог не торопиться, медлить, и любили больше его. Заботились о нем, гладили по-шорски. А теперь вы любимая женщина, понимаете? Так, хорошо. Будешь ли ты у нас делать первые шаги для того, чтобы исправить ситуацию? Планы такие есть, но он боится. Причем знаете, что боится? Что сам обманется, сам попадет в ловушку, что он будет делать шаги, а вы никак не ответите, совсем не ответите, не захотите этого. Что вы сейчас, в принципе, получаете удовольствие от жизни, наслаждаетесь. Ну да, он боится, что он останется один, что его план не сработает. А нужен он вам вообще? Ну, скажем так, он вам нужен для того, чтобы проработать какие-то свои уроки, чтобы что-то узнать, получить какую-то информацию. И вполне вероятно, он для вас может открыть гораздо большие возможности. Ну, например, познакомит вас с каким-нибудь мужчиной, с которым впоследствии у вас будут детки. Почему нет? Либо именно он позволит вам пересмотреть всю свою жизнь и повернуть ее на 180 градусов. Научиться, скажем так, балансу, научиться терпению. То есть по факту вы с ним проходите кармические уроки, да? Сами себе доказываете, что вы сильная, что вы много можете, что любовь – это хорошо, близкие люди – это хорошо, но иногда эти состояния могут загнать вас в угол, а оттуда надо научиться выбираться. Да, он для вас очень яркий, очень желанный. И отношения у вас все-таки возродятся. Обязательно. Давайте посмотрим, какой исход будет. Здесь уже вы подойдете к этим отношениям с разумной точки зрения. Никаких эмоций. Ну, точнее, они будут, но будут максимально под контролем. Вы больше будете думать головой и на крючок уже подсадите его. Какая вы прекрасная пара. Король мечей, королева мечей. Но по факту то, из-за чего вы первый раз разошлись, скорее всего, повторится. Потому что сомнения все равно будут присутствовать, все равно будут постоянно вас возвращать к тому, что было. Возможно, мелкие скандалы, ссоры, и поэтому, да, отношения ваши возродятся, но это ненадолго. Все равно рано или поздно вы выберете себя. Вы же теперь изменились, вы стали сильной, и вам уже не получится вешать лапшу на уши. Смотрите, вы насколько проработали себя. Вы теперь очень умная, очень независимая, и на хромой кобыле к вам не подлезть. Так что все его попытки к вам проявиться в романтическом плане будут натыкаться на препятствия. Такой вот у нас получился расклад на бывшего. Разложили мы с вами всю колоду. Для тех, кто хочет индивидуально именно под вас и вашего партнера, пишите на номер WhatsApp, мы обязательно посмотрим. Ну а на сегодня все. Пока-пока.